Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! В данном видео я предлагаю вам присоединиться к процессу вязания спицами красивого ажурного берета. Схема данного берета взята из американского журнала Vogue Knitting. Схема эта достаточно простая и очень красивая. Используя одну схему и одни спицы, я связала 3 разных варианта. Итак, давайте посмотрим, как они выглядят. Первый вариант достаточно высокий и широкий, на объем головы от 52 сантиметров. Второй вариант – это детский берет на объем головы 44-52 сантиметра. То есть на манекен я его натягивала. И третий вариант использования этой же схемы – это детская шапочка. Также на объем головы 44-52 сантиметра, и на манекен я его также натягивала. А теперь более подробно про каждый из беретов. Первый и второй я вязала из пряжи Alize Lana Gold Fine. Это полушерсть, 100 грамм на 390 метров. На вязание двух у меня ушло чуть более одного мотка. Скажем, если этот берет на один раппорт ниже вязать, тогда точно хватит на 2. Первый женский берет, смотрите по резинке, у меня получается около 45 сантиметров. И резинка, сама вязка берета очень легко тянется, вот как можно растянуть. Далее высота. Высота здесь общая у меня получается около 25 сантиметров. Что здесь? Здесь получается я выполняю 12 раппортов по схеме в ширину, затем в высоту 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раппортов в высоту по этой схеме. А после чего, вот где маркер стоит, здесь начинаю делать убавление петель по этой схеме. Данный берет вяжется для женщин, и ширину убирать не надо. Если вы хотите сделать на свой объем головы от 52 сантиметров его не такой объемный, убавляйте высоту, количество раппортов. Здесь выполнено 6, скажем 5, либо даже 4 вяжите, а затем делайте убавление петель. Второй берет – это детский берет, также смотрим по резинке около 38. И резинка, и сама вязка берета тянется хорошо до объема 50-52 сантиметра. Общая высота здесь у меня получилось около 22 сантиметров. Что при вязании этого берета? Количество раппортов в ширину 10, количество раппортов в высоту 1, 2, 3, 4. 4 раппорта в высоту, затем убавление петель по второй схеме. Этот берет мы вместе с вами будем вязать под камерой. Третий вариант использования данной схемы – это уже получается не берет, а свободная шапочка у меня. Для вязания я использовала Alize Duet. По составу здесь бамбук и хлопок. Значит, в 50 грамм 225 метров, ушло менее одного мотка, это остатки. По размерам также около 38 сантиметров. Резинка и сама вязка тоже тянется до 52 сантиметров. Высота здесь у меня получилась около 19 сантиметров. Что при вязании данной шапочки? Количество раппортов в ширину 12, количество раппортов в высоту получается здесь 6. Раз,
2, 3, 4, 5, 6. И затем убавление петель. Причем убавление петель я делаю не полностью по данной схеме, а только учитывая эти ряды. И такая шапочка здесь получается, ну, как бы более стянута макушка. Чудесный летний вариант для малышки. Для вязания я использовала спицы круговые. Номер это у меня 2,25. Если у вас таких нет, или вам неудобно вязать такими спицами по кругу, используйте обычные спицы 5 штук и выполняйте ими вязание таких беретов. Вязание данных беретов я начинаю с набора петель итальянским способом. Затем выполняю вязание 4 рядов полой резинки, после чего вяжу некоторое расстояние резинки 1 к 1. Смотрите, почему итальянский способ набора. Этот способ набора очень красивый и аккуратный. В данном видео я останавливаться на наборе петель не буду, а прямая ссылка на итальянский способ набора и вязание полой резинки по кругу для вязания шапок в описаниях под этим видео имеется. Итак, сколько же следует набирать петель? Для первого и третьего вариантов женская и детская шапочка я набирала по 108 петель плюс 1, которая идет на соединение ряда, и выполняла вязание этой части. Для детского берета я набирала здесь 90 петель плюс 1 петля, которая пойдет на соединение ряда, и также выполняла вязание данной резинки. И смотрите, вот она заметка моя. Здесь и здесь 12 раппортов, а здесь и здесь 6 раз раппорт узора в высоту и затем убавление петель. А для этого берета я набирала количество петель для 10 раппортов в ширину и выполняла вязание этого раппорта 4 раза в высоту, после чего убавление петель точно такое же, как и здесь. Вязать мы с вами будем второй вариант, детский берет. Вот такой вот у нас с вами он получится. Итальянским способом набора я набрала 90 петель, выполнила 4 ряда полой резинки, затем 10 рядов резинки 1 к 1. Одна изнаночная, одна лицевая. Сейчас у меня здесь общее количество 90 петель. Это рассчитано на 10 раппортов узора в ширину. По 9 петель, а для вязания узора по схеме необходимо, чтобы было по 13 петель на 1 раппорт узора в ширину. И вязать один ряд будем следующим образом. 1 изнаночная петля, 11 лицевых, 1 изнаночная. При этом в лицевых мы добавим 4 петли. Выполняем вязание одного раппорта узора в ширину. 1 изнаночная петля. Как я наметила, первую петлю добавляю. Поднимаю протяжку на левую спицу. И эту петлю вяжу скрещенная лицевая. Считаю 1, 2, 3. Четвертую добавляю. Протяжку поднимаю на левую спицу. Скрещенная лицевая 4, 5, 6, седьмую добавляю, протяжку поднимаю на левую спицу, вяжу скрещенная лицевая 7, 8, 9, десятую лицевую добавляю, также протяжку поднимаю, скрещенная лицевая 10, 11 и 1 изнаночная петля. Повторяю этот раппорт по кругу еще 11 раз.
Выполнив вязание этого ряда, мы подготовили и количество петель на один раппорт теперь по 13. И выполняем вязание. Далее, согласно схеме. Вязание первого ряда узора. 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, накид, 3 лицевые петли. 1, 2, 3, 2 петли вместе лицевой, 2 вместе лицевой, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 1 изнаночная петля. Раппорт узора повторяем по кругу. Вязание второго ряда узора. 1 изнаночная петля, 2 лицевые петли, 1, 2, накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 петли вместе лицевой, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 1 изнаночная петля. И раппорт узора повторяем по кругу. Вязание третьего ряда узора. 1 изнаночная петля, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, накид, 1 лицевая петля, 2 петли вместе лицевой, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 1 изнаночная петля. Вязание ряда повторяем по кругу. Вязание четвертого ряда. 1 изнаночная петля, 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4, накид, 2 петли вместе лицевой, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 1 изнаночная петля. И раппорт узора повторяем по кругу. Вязание пятого ряда. 1 изнаночная петля, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе протяжкой. Для этого первую снимаю, переворачивая, следующая лицевая петля на лицевую переснятую опускаю. 3 лицевые петли, 1, 2, 3, накид, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля. Раппорт узора повторяем по кругу. Вязание шестого ряда. 1 изнаночная петля, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе протяжкой. Первую снимаю, переворачивая, следующая лицевая петля на лицевую переснятую опускаю. 2 лицевые петли, 1, 2, накид, 2 лицевые петли, 1, 2, 1 изнаночная петля. Раппорт узора повторяем по кругу. Вязание седьмого ряда. 1 изнаночная петля, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе протяжкой. Первую снимаю, переворачивая, следующая лицевая петля на лицевую переснятую опускаю. 1 лицевая петля, накид, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, 1 изнаночная петля. Раппорт узора повторяем по кругу. Вязание восьмого ряда. 1 изнаночная петля,
5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе протяжкой. Первую снимаю, переворачивая. Следующая лицевая петля. На лицевую, переснятую, опускаю. Накид. 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. 1 изнаночная петля. Раппорт узора повторяем по кругу. Выполнив вязание 8 рядов, мы провязали с вами один раз раппорт узора в высоту. И далее повторяем эти 8 рядов в высоту необходимое количество раз. Выполнив вязание раппорта 4 раза в высоту, вот смотрите, 1, 2, 3, 4. Затем я провязала еще 2 ряда по схеме. И теперь будем убавлять петли. Для этого я обозначила начало ряда и затем 1 раппорт, 2 раппорт, метку поставила, 1 раппорт, 2 раппорт, метку поставила. И так разделила по кругу. Также 1, 2, метка. 1, 2, начало ряда. И теперь будем выполнять убавление петель. Далее вязание и убавление петель выполняется по этой схеме. И сейчас вместе с вами мы эти ряды провяжем. Еще раз напоминаю, первые 2 ряда по схеме здесь провязаны после выполнения раппорта. И теперь убавление петель, вязание первого ряда. 1 изнаночная петля. Далее 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные. 1, 2. А этот раппорт сейчас еще продолжается с учетом схемы. Получается 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Накид. 1 лицевая петля. 2 вместе лицевой. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная петля. И этот раппорт узора повторяется по кругу. Вязание второго ряда. 1 изнаночная петля. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные петли. 1, 2. 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 вместе лицевой. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная петля. Раппорт узора повторяем. Вязание третьего ряда. 1 изнаночная петля. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. 2 вместе протяжкой. Первую снимаю, переворачивая. Следующую вяжу лицевая петля. На лицевую петлю переснятую опускаю. 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные петли. 1, 2. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе протяжкой. Первую снимаю, переворачивая. Следующая лицевая петля. На лицевую переснятую опускаю. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Накид. 1 лицевая петля. 1 изнаночная петля. Четвертый ряд. 1 изнаночная петля. 3 лицевые петли. 1, 2, 3.
2 вместе протяжкой. Первую снимаю, следующую лицевая, на лицевую переснятую опускаю. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. 2 изнаночные петли. 1, 2. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе протяжкой. 2 лицевые петли. 1, 2. Накид. 2 лицевые петли. 1, 2. 1 изнаночная петля. Раппорт узора повторяем. 5-го ряда. 1 изнаночная петля. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. 2 вместе протяжкой. 2 лицевые петли. 1, 2. 2 изнаночные петли. 1, 2. Далее 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе протяжкой. 1 лицевая петля. Накид. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. 1 изнаночная петля. Вязание 6-го ряда. 1 изнаночная петля. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе протяжкой. Опускаю. 1 лицевая петля. 2 изнаночные петли. 1, 2. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе протяжкой. Накид. 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. 1 изнаночная петля. Раппорт узора повторять. Вязание 7-го ряда. 1 изнаночная петля. 2 лицевые петли. 1, 2. 2 вместе лицевой. 1 лицевая петля. 2 изнаночные петли. 1, 2. 1 лицевая петля. Накид. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная петля. Вязание 8-го ряда. 1 изнаночная петля. 1 лицевая петля. 2 петли вместе лицевой. 1 лицевая петля. 2 изнаночные петли. 1, 2. 2 лицевые петли. 1, 2. Накид. 2 лицевые петли. 1, 2. 2 вместе лицевой. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная петля. Вязание 9-го ряда. 1 изнаночная петля. 2 вместе лицевой. 1 лицевая петля. 2 изнаночные петли. 1, 2. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Накид. 1 лицевая петля. 2 петли вместе лицевой. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная петля. Вязание 10-го ряда. 1 изнаночная петля. Следующие 2 лицевые петли вместе
за заднюю стенку. 2 вместе лицевой, 2 изнаночные петли, 1, 2, 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 1 изнаночная петля, 11 ряд, 1 изнаночная петля, следующие 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку, 1 изнаночная петля, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе протяжкой, первую снимаю, следующая лицевая, на лицевую опускаю, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, накид, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля. Вязание 12 ряда, 2 петли вместе лицевой, 1 изнаночная петля, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе протяжкой, переснятую опускаю, 2 лицевые петли, 1, 2, накид, 2 лицевые петли, 1, 2, 1 изнаночная петля. Выполнив вязание 12 рядов с убавлением петель, на первом раппорте у нас осталась 1 петля, на втором раппорте еще 13 петель. Далее будем выполнять вязание рядов и уже здесь будем убавлять петли на втором раппорте. Вязание 13 ряда. 1 петлю оставшуюся мы теперь будем вязать скрещенная лицевая петля. Далее 1 изнаночная петля, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе протяжкой, 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4, 1 изнаночная петля, раппорт узора повторяем. 14 ряд, скрещенная лицевая петля, 1 изнаночная петля, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе протяжкой, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, 1 изнаночная петля. Вязание 15 ряда. Скрещенная лицевая петля, 1 изнаночная петля. Далее 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 петли вместе лицевой, 3 лицевые, 1, 2, 3, 1 изнаночная петля. Вязание 16 ряда. Скрещенная лицевая петля, 1 изнаночная петля, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, 1 изнаночная петля. 17 ряд. Скрещенная лицевая петля, 1 изнаночная петля, 2 лицевые петли, 1, 2, 2 вместе лицевой, 3 лицевые петли, 1, 2, 3,
1 изнаночная петля. 18 ряд. Скрещенная лицевая петля, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, 1 изнаночная петля. Вязание 19 ряда. Скрещенная лицевая петля, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, 2 вместе протяжкой. На лицевую переснятую опускаю, 2 лицевые петли, 1 изнаночная петля. Вязание 20 ряда. Скрещенная лицевая петля, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, 2 вместе протяжкой. На лицевую опускаю, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля. Вязание 21 ряда. Скрещенная лицевая петля, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, 2 вместе протяжкой. На лицевую опускаю, 1 изнаночная петля. 22 ряд. Скрещенная лицевая петля, 1 изнаночная петля, 2 петли вместе лицевой. Одна изнаночная петля. Вязание 23 ряда. Скрещенная лицевая петля, 3 петли вместе лицевой. И еще раз. Скрещенная лицевая петля, 3 петли вместе лицевой. Вязание 24 ряда, 2 петли вместе. И повторяем. 2 петли вместе. После вязания 24 ряда у меня осталось 5 петель. И через эти 5 петель нить рабочую обрезаю. Можно спицей, я при помощи крючка протягиваю эту рабочую нить через 5 оставшихся петель. Здесь нить протянула, спицу убрала. Здесь также крючок ввожу, захватываю нить, протягиваю, нить протянула, спицу убрала и подтягиваю. Затем на лицевой стороне здесь еще делаю узелок, подтягиваю, крючок ввожу с изнаночной стороны возле этого узелка и на изнаночную сторону рабочую эту нить, хвостик, вывожу. Здесь дополнительно еще протягиваю, фиксирую, протягиваю, фиксирую и хвостик нити отрезаю. Выполнив вязание берета полностью, ставьте класс к этому видео, пишите комментарии, присылайте фотографии ваших работ. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, если еще не подписались, и вступайте в наши группы в социальных сетях. Тем самым вы будете всегда в курсе всех моих новых видео. И до новых встреч!